Привет, друзья! Я снова рада приветствовать вас у себя дома, в моей домашней студии. Сегодня я хочу познакомить вас с моим новым приобретением. Вот оно. И попрощаться с вот этой ужасной конструкцией, но которая мне была помощницей достаточно долгое время. Да-да, сегодня я говорю бай-бай методу пароварки. И говорю привет, да здравствует мой новый друг, которого я назвала R2-D2, вторя Звездным войнам. Это, как вы догадались, электрическая воскотопка. Приобрела я это чудо на сайте Amazon. Я никогда не пользовалась воскотопкой, это первое в моей практике. И очень надеюсь, что мы с ним подружимся. Почему-то мне кажется, что это все-таки как робот, помощник. Поэтому будет он. Что ж, давайте заглянем, как он открывается, что там внутри. Есть ли у нас инструкция? Должна быть. Вот она. Я сейчас покажу вам на экране краткую характеристику этого удивительного помощника, который, я надеюсь, значительно облегчит мне мою работу и сэкономит время, затраченное мной прежде на то, как растопить воск и сколько свечей я могу сделать, растопив одну порцию воска. Сейчас на экране вы можете видеть общую характеристику, то, как она выглядит. Также вы можете видеть, что за 15 минут мы можем растопить до 2 килограмм воска. Мы можем пользоваться разными видами воска, включая coconut wax, beeswax, soy, gel, как раз те виды воска, которыми я пользуюсь. Также, как вы видите, устройство имеет 3 температурных опции. Мы можем просто поддерживать температуру. Мы можем делать воск, поддерживать его теплым, то есть просто поддерживать определенную температуру, делать воск теплым, то есть все время держать его теплым и нагревать. У нас есть переключатель, а также температурный режим, который мы будем выставлять в зависимости от того, сколько нам нужно. При помощи крана мы сможем заливать воск из нашей воскотопки в кувшин для заливки, и уже пользуясь кувшином для заливки, мы будем работать со свечами контейнерными или формовыми. Как вы видите, мой помощник достаточно вместителен, и я надеюсь, что я смогу сделать теперь за один раз гораздо больше свечей, чем это мне удавалось ранее. Внутри этой цилиндрической формы мы видим максимальную отметку, где написано Max. То есть мы не можем превышать, когда мы будем заливать сюда, засыпать воск, и он будет плавиться, мы не можем превышать вот эту отметку. Это и все условия техники безопасности, то есть не превышать отметку Max для заливки воска и содержать нашу воскотопку, естественно, в чистоте, и не оставлять излишек воска, а лучше ее чистить для того, чтобы после каждого употребления, для того, чтобы можно было заливать другой вид воска, соевый или кокосовый, в зависимости от того, чем мы будем пользоваться. Я считаю, друзья, это удачнейшее приобретение для меня, потому что если раньше мне необходима была вот эта вот огромная конструкция, которая включала в себя кувшин для заливки, затем кастрюлю, в которую я набирала какое-то небольшое количество воды, чтобы это все нагреть и растопить воск. И, естественно, электрическая плитка, или же я пользовалась плитой, как вы видели в некоторых моих видео, то теперь у меня все есть, как бы все в одном устройстве, в одном помощнике. И этот магический мой робот R2-D2, это шутка, конечно, но почему-то он мне очень напоминает робота из «Звездных войн». Будет мне помощником, и мы сможем сделать достаточно много свечей и порадовать вас еще некоторыми идеями, которые я для вас подготовила. Ну а теперь пришло время посмотреть на моего помощника в действии. Приступим.
Так, друзья, мы сейчас засыпаем воск. Я пользуюсь сейчас соевым воском, но засыплю совсем немного, только для того, чтобы проверить, как это работает. Закрываем крышкой и выставляем необходимую нам температуру. Выставили, включили и теперь ждем. Вы не представляете, какое это чудо. Буквально за 2-3 минуты я растопила воск, который раньше растапливала бы минут 30-40. То есть количество воска плавилось очень быстро, сэкономило мне огромную массу времени. Ребята, я вам очень рекомендую, если у вас есть возможность, разные варианты есть этих воскотопок. Сейчас вы видите, я наливаю уже готовый воск и пойду заливать свечи. Я советую вам приобрести себе такую же воскотопку, если вы пользуетесь, если вы делаете свечи в достаточно большом количестве, а не только 1-2 для себя. Ну что, я очень буду рада, если мое видео и мой опыт вам поможет. Встретимся в следующую пятницу и посмотрите, как много свечей я сделала буквально за 3 минуты. Это заготовки к моим свечам.